Итак, я покидаю Измир и теперь направляюсь в еще один древний город, Эфес, и попробую пробраться туда бесплатно. Итак, я добрался до Эфеса и теперь буду как-то туда попадать. Написано 1 километр остался. Я вот нашел информацию, я распечатывал ее еще в прошлом году. Собирался в Турции еще в прошлом году, но не получилось. И, в общем, я вообще забыл, что она у меня есть. Тут даже есть информация о проникновении в Трою. Тоже вот способы проникновения в различные турецкие достопримечательности. И вот Эфес. Итак, читаем и сейчас будем пытаться. Это, если хотите, цивильно. Нет, цивильно меня не интересует. Нецивильное проникновение заключается в следующем. Идите влево к пещере 7 спящих. Асфальтовая дорога. Так, а интересно, где начинается это лево? И асфальтная дорога. Ладно, будем искать. Так, Grotto of the Seven Sleepers. Пещера 7 спящих. На самом деле это оказалось всего метров 200 от трассы. И вот она, да, асфальтная дорога. Пока все сходится, пока все правильно. Идем дальше. Мандариновый сад. Как жаль, что еще не сезон. Я бы сейчас покушал мандаринчиков. Что-то я не особо понял, где эта самая пещера. Вроде бы вот это вот, как она, но что-то на пещеру не похожа. И спящих там ни одного, ни 7. Ну, как я понял, мне нужно попасть за вот тот вот забор. Так, ну вот что-то похоже. Вау, стрёмно, конечно. Как бы не жахнуться. Тут высоко, еще и с рюкзаком. Ничего, махал я платить за вход. О! Так, я прошел, рюкзак нет. Есть. Написано идти вверх. Еще написано, что территория охраняется армией и собаками. Посмотрим на этих армию и собак. Тут даже есть что-то похожее на тропинки. Значит, здесь до меня ходили люди. Ну, либо армия собак. Иногда встречаются вот такие вот дыры. Я сюда подошел, так аккуратненько заглянул. Оттуда вылетела маленькая безобидная птичка, но я чуть не обосрался, если честно. Фух. Вид, конечно, красивый, но, честно, я замахался. Ну вот я уже близко к цели. Я не знаю, в какое время года писался этот текст с направлением. Ой, не пойду сюда. Но сейчас, в конце лета, когда все заросшее колючками всякими, кустами, это очень сложно. Тут нормально, тут уже автобан, можно сказать, пошел. А там я преодолевал вообще такие джунгли. В общем, я понасыплял кучу репяхов на себя, поцарапал руки-ноги, задолбался, устал, подрал рюкзак хуже, чем кот. Ну, а я наконец-то сюда попал. Да, Эфес. Древнегреческий кошак. Сохранился как настоящий. Иди сюда, кс-кс. Круто вообще. Мяу, мяу. Вход сюда стоил 35 лир. Ну, я пролез бесплатно. Правда, пролезал я больше, чем я там лазил. Но все же, Эфес я пробил. И теперь, пока еще не очень темно, хочу доехать до моря. Тут всего 5 километров где-то до моря. И там уже заночевать. Доброе утро. Сегодня я спал под вот этой вот пальмой. Там вот еще пальмы. Там растут цветы, которые очень приятно пахнут. Насыщенный такой аромат, я не знаю, как они называются. А вот там вот Эгейское море. Справа кемпинг. А там дальше еще один кемпинг, с которого меня выписали. Сейчас я раздуплюсь и расскажу вам поподробнее. Ну, в общем, приехал я вчера сюда, вписался в тот кемпинг. Это было намного проще, чем вписаться в Эфес.
Я просто прошел мимо охранника с умным лицом по старой схеме. И он даже на меня не глянул. Зато потом меня спалил второй охранник. Я долго не мог понять, как, почему. Потому что я прошел уже, запрятал рюкзак и просто ходил, гулял. Но потом я понял, что людей там не особо много и, видимо, все турки. Ну, я, наверное, бросился ему в глаза. В общем, выписал он меня. Ну, я поставил, даже не поставил палатку, а так просто вот постелился. Зачем палатка? Жарко на улице. В общем, переночевал на пляже, тут тоже неплохо. Люблю турецкий автостоп вот за такие вот вещи. Ну и что у тебя нет места в машине? Можно и тут, мне без разницы. Мне главное ехать. Я нахожусь в деревне Ширинджа. Эта деревня известна на всю Турцию своим фруктовым вином. И вот я приехал сюда, но это место оказалось уж очень туристическим. Я ожидал поменьше, и халявного вина мне тут точно не достанется. Но все равно мне бы хотелось попробовать. Очень интересно, чем же оно такое все-таки знаменитое. Еще это место известно тем, что многие тут встречали конец света. Я не знаю почему, говорят, что это село очень высоко в горах. Я не знаю, чего они ожидали, всемирного потопа, наверное. И, в общем, комнаты в ночь на 21 декабря тут достигли цены $800. Я не знаю, лично я провел эту ночь в палатке на объездной Краснодара и не жалуюсь. Нет, конечно, было холодно, декабрь месяц все-таки, зато бесплатно. Бесплатно это, то есть, ровно на $800 дешевле, чем здесь. Попробовал я такие вина на халяву, познакомился с турком. Правда, он меня все пытался напоить виноградным вином. Виноградным меня как бы не удивишь. Но и попробовал тоже фруктовое, там вишневое. Такое как сок, немного забродивший. В принципе, вкусно. Осел кушает какашки. Видимо, свои же. Осел, что сказать. Вот это вот кулер. Реальный кулер в какой-то перди на остановке в Турции. Я пробовал, реально холодная вода идет. Он подключена к сети. В общем, добрался я сюда на ферму. Как сюда? Ферма не тут, конечно. Ферма там километров 12 в горах. А это мы приехали на пляж отдыхать. В общем, да и ферма это назвать по сути сложно. Это просто домик в деревне. Я там помогаю турецкой семье. Сегодня к нам прибавились еще 2 волонтера. Девчонка из Австралии и парень из Сингапура. И вот мы вечером поехали всем семейством сюда, на море. О ферме я расскажу вам поподробнее в отдельном выпуске, посвящу этому целый выпуск небольшой. В общем, сейчас расскажу, как доехал сюда. В принципе, доехал без проблем, если учитывать то, что как-то автостоп что-то на западе не настолько хорош, как в центре Турции. Была проблема, завис в идеальной позиции на 2 часа где-то. И еще был прикол, это вообще прикол. Один водитель пытался спереть у меня камеру. Где, а в Турции я такого не ожидал просто вообще. Он взял у меня просто камеру посмотреть, повертеть. Сразу он как-то мне не понравился, он вообще не улыбался, абсолютно был серьезным лицом. Взял посмотреть и такой положил к себе в дверцу. Я же такой, камеру. Он, да, сейчас. Думаю, действительно, может, понравился девайс человеку. Хочет такую же. Потом же я опять все-таки камеру. Он такой, да, хорошо, потом. В итоге перед своим городом, куда он меня вез, он остановился постать, вышел. Я камеру с двери забрал, положил себе назад в сумку. Все, доехали, попрощались, все, спасибо, до свидания, выхожу. Он проезжает 10 метров и такой по тормозам выходит. А камера? Где камера? Говорю, нету камеры. Я такой, дай сюда. Да, я просто посмотреть. Посмотреть. В общем, я шокирован. От Турции я такого не ожидал. А так сейчас мы отдыхаем. И вообще все сейчас хорошо. Все сейчас отлично. Провожу хорошо время. Работаем по чуть-чуть, конечно.